Всем привет! Это вторая часть мастер-класса по вот этому оленю. Оленю как-то не так звучит, да? Пусть по вот этому олененку. Ссылочку на первую часть я оставлю в описании под видео. Вяжите с удовольствием. Вот добавила я наполнитель. Такое тельце получилось. Сейчас будем вязать голову. Голову начинаем вязать белым цветом. Делаем петельку и набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Со второй петли от крючка начинаем вязать 1 столбик без накида, в следующую петельку 1 столбик без накида и в эту вот последнюю петельку на этой стороне 3 столбика без накида. То есть в одну петельку мы провяжем 3 столбика без накида. Вязание у нас разворачивается. Теперь вяжем по этой стороне. В следующую петельку столбик без накида. И в последнюю петельку этого ряда мы делаем прибавку. Вот 1 и 2. Прибавочка готова. Это первый ряд. Второй ряд начинаем с прибавки. Дальше вяжем 1 столбик без накида. Теперь делаем здесь 3 прибавки. Вот 1, 2 и 3. И 3 столбика без накида до конца ряда провязываем. Вот, ряд закончился. Это был второй ряд. В третьем ряду провязываем 12 прибавок. У нас сейчас 12 петелек в ряду. И вот делаем в каждую петельку прибавку. То есть 12 прибавок провязываем. Провязала я этот ряд. Дальше 4 и 5 ряд будем вязать без изменений. Просто в каждую петельку по столбику без накида. Всего в ряду у нас 24 столбика без накида. Эти 2 ряда я провязала. В 6-м ряду вяжем в начале ряда 3 столбика без накида, 1 прибавка. Так делаем 2 раза. Вот 1, 2, 3. Прибавка это 1 раз. 1, 2, 3. Прибавка это 2 раз. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем 4 раза. Вот 1 столбик без накида и прибавка. 1 раз. 1 столбик без накида, прибавка. 2 раз. Столбик без накида, прибавка. 3 раз и столбик без накида, прибавка. 4 раз. И до конца ряда 2 столбика без накида. Провязали. В 7-м ряду вяжем в начале ряда 16 столбиков без накида. Теперь вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так делаем 4 раза. 1, 2 и прибавка это 1 раз. 1, 2. Прибавка это 2 раз. 1, 2. Прибавка это 3 раз. И 1, 2. Прибавка это 4 раз. И 2 столбика без накида до конца ряда. Этот ряд у нас закончился. В 8-м ряду вяжем 2 столбика без накида в начале ряда.
А теперь вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка, и так делаем 6 раз. Это я провязала, и до конца ряда тоже 2 столбика без накида остается провязать. И этот ряд у нас закончился. В следующем ряду, в 9, вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так вяжем до конца ряда. 10 раз нам нужно будет так сделать. В конце ряда будет 50 столбиков без накида. То есть весь ряд просто вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. Вот смотрите, этот ряд я закончила вязать. Дальше у нас идет 10 ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. И так тоже делаем до конца ряда. И тоже 10 раз у нас получится так сделать. А в конце ряда будет 60 столбиков без накида. И затем 11 ряд провяжем просто 60 столбиков без накида белой нитью. И затем нить будем менять. Вяжем сейчас 10 ряд и 11. А дальше я расскажу. Вот смотрите, провязала я эти 2 ряда и тот ряд с прибавками, и просто 60 столбиков без накида белой ниткой. Теперь нам нужно поменять цвет. Берем бежевый и еще 3 ряда, 12, 13 и 14 вяжем по 60 столбиков без накида, только уже бежевым цветом. Вот я присоединяю ниточку. Здесь завязываю узелок, белую нитку обрезаю. И вяжу дальше бежевым цветом. Еще 3 ряда по 60 столбиков без накида. Смотрите, я провязала вот эти вот еще 3 ряда бежевым цветом. Теперь покажу вам, где вставить глазки. Мы их будем вставлять между 7 и 8 рядом. Вот в 7 ряду мы, когда провязывали 16 столбиков без накида, а затем 2 столбика без накида, прибавка 4 раза, и 2 столбика без накида. Вот находим этот 7 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. И вот здесь вот у нас видно вот 7 ряд, а вот 8 ряд. Видно эти 2 столбика без накида в конце ряда. Затем идет прибавка. 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида, прибавка и 2 столбика без накида, прибавка. Нам над вот этими прибавками крайними, у нас тут 4 прибавки, нам в эту прибавку, в первую и в последнюю прибавку нужно вставить глазик. Вот тут 2 столбика без накида и прибавка. И вставляем между 7 и 8, то есть над прибавкой. Дальше вот смотрим, 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида, прибавка и 2 столбика без накида, прибавка. И прям над прибавкой вставляем глаз второй. Вот так вот это выглядит. Видите? И теперь носик вставляем посерединке. Вот он прям здесь просится, не в самый первый ряд, а над первым рядом. Посерединке. Сейчас посмотрим, как его красивее вставить. Вот так вот. Видите, если мы вставим выше, то будет некрасиво. И если ниже, прям в первый ряд, то тоже будет некрасиво. А мы, получается, над первым рядом. Над первым рядом между глазками смотрим, чтобы было одинаково, и вставляем этот носик. То есть вот так вот это выглядит. С этой стороны все закрепляем. Все, закрепили. Теперь вяжем дальше. Будем сейчас уже делать убавки нашей головы равномерные. И будем добавлять наполнитель вот по мере вязания.
наших убавок. Смотрите, в следующем ряду, это у нас получится уже 15 ряд, нам нужно провязать 8 столбиков без накида, 1 убавка. И так сделать до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. То есть вяжем целый ряд, 8 столбиков без накида, убавка. В 16 ряду будем вязать 7 столбиков без накида, убавка. И тоже так до конца ряда. Тоже 6 раз у нас получится так сделать. В 17 ряду 6 столбиков без накида, убавка. И тоже так до конца ряда. В 18 ряду 5 столбиков без накида, убавка. И тоже так до конца ряда. В 19 ряду 4 столбика без накида, убавка. И тоже так до конца ряда. В 20 ряду 3 столбика без накида, убавка, тоже так до конца ряда. В 21 ряду 2 столбика без накида, убавка, тоже так до конца ряда. В 22 ряду 1 столбик без накида, убавка, до конца ряда будем тоже так вязать. И в 23 ряду просто уже закончим убавками, пока у нас не закроется наше вязание в то вот отверстие. И пока будем вязать, будем добавлять наполнитель. То есть вяжем самостоятельно, так как я рассказала, там ничего сложного. Вот такая вот голова должна получиться. Вот сделала убавочки, наполнитель добавила. Теперь я еще вот так вот нажимаю на глазки, чтобы там разровнять наполнитель. Потому что тут мы еще будем делать утяжечку потом. Сначала голову нужно пришить к тельцу. Мы ее ставим посерединке. Голова относительно тельца кажется большой. Так, вот нам нужно ее посерединке поставить, вот так вот где-то. Я еще, чтобы ровно пришить, закрепляю спицами с двух сторон, чтобы она у меня меньше болталась. И тогда мне вот легче ее пришивать. Как-то так. Я уже не один раз показывала в своих мастер-классах, как я это делаю. Просто сначала захожу в голову, потом в игрушку. И вот этой вот ниточкой с помощью крючка провязываю по кругу голову. Вот так вот я пришила голову. Видите, вот эта вот белая часть у меня где-то посередине ручки идет. Это вы тоже иногда спрашиваете, где, что и как. Вот, пришила голову. Сейчас сделаем небольшую тяжку. У меня обычная, показала и выскочила нитка. Обычная иголка с ниткой. Я зайду вот здесь вот. И мне вот тут вот между глазками нужно утянуть. Ну, чуть-чуть приплюснуть вот эту вот часть. А потом еще глазки чуть-чуть между собой стяну. Знаете что, я сейчас, наверное, возьму иголку большую, длинную. Вот такую вот взяла большую иголочку. И теперь выхожу сюда вот к глазкам. Вот сюда. И через петельку
Не знаю, сюда мне схватить, пока вот здесь вот сделаю. И в серединку. Подтягиваю здесь опять вот тоже через петельку сюда. Скользим туда выше. Тут просто немножко сплюсну саму мордочку. А теперь пойдем прям к глазкам. Вот так вот. Пойдем прям к глазкам. И тоже тут через петелечку. Нет, наверное, тут пока что возьму, потому что не знаю, как оно будет. Хочу их еще между собой стянуть. Угу. Ниточку надо было подлиннее взять. Ну вот как-то так получается. Угу. Сейчас свяжем рожки и ушки. Сейчас свяжем рожки. Коричневую пряжу берем. И точно так же, как и всегда, делаем петельку и 2 воздушные петли. В первую набираем 6 столбиков без накида. Это у нас первый ряд. И еще второй, третий, четвертый, пятый, то есть еще 4 ряда провяжем по 6 столбиков без накида в каждом ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это второй ряд мы провязали. Вязание выворачиваем на этом этапе. И вяжем точно так же по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Еще 3, 4 и 5 ряд. Вот я провязала. Теперь делаем соединительный столбик, следующую петельку и ниточку обрезаем.
Это у нас один рожек. Второй вяжем точно так же, только не 5 рядов всего, а 4, на один ряд меньше. Вот вяжем все то же самое, только на один ряд меньше. Здесь, видите, 1, 2, 3, 4, 5, а там должно быть 4. Ниточку не обрезаем, а будем вязать дальше. Вот, видите, 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Теперь вот соединительный столбик я не делала, просто закончила вязать 6 столбиков без накида вот в 4 ряду. И все. Теперь будем соединять эти два рожка вместе. Вот в следующую петельку заходим, вытягиваем рабочую нить, но не провязываем петельку. Берем второй рожек и заходим под соединительный столбик. Вот сюда, вот видите, где мы делали соединительный столбик? Вот под него заходим и тоже вытягиваем рабочую нить. У нас 3 петельки, на крючке провязываем. И это вот один. Поставим маркер сюда себе. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь здесь идем вот в эту петельку, ну, которая еще вот здесь вот рядышком можно найти ее. Точно так же захватываем ниточку и здесь идем под вот эту вот, как уже провязана она, вот в нее. Ну тут даже если чуть не туда пойдете, вот тоже 3 петельки за один раз провязали, то ничего страшного не будет. И вяжем дальше 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Есть такое дело. Теперь делаем убавку. Убавки я, кстати, делаю не за передней стеночки, а полностью захожу вот в одну петельку, во вторую петельку и провязываем. Вот одну убавочку сделала, дальше один столбик без накида провязываю. Снова делаю убавочку. И снова столбик без накида. Снова вот уже в серединке получается убавочка. И столбик без накида. И еще одна убавочка. И столбик без накида. Вот на этом ряд закончился. Дальше тоже начинаем с убавки. Вот делаем убавочку. Маркер тоже ставим. И вяжем дальше 2 столбика без накида. 2. Убавочку снова делаем. И вяжем 2 столбика без накида. У нас как раз до конца этого ряда остается. Есть. И теперь просто провязываем ряд столбиками без накида. И тоже один столбик провязали, поставили маркер. И дальше вот 2, 3, 4, 5 и 6. Беру маркер, чтобы не мешал. И 6. Делаем соединительный столбик в следующую петельку и ниточку обрезаем. Прячем ее вовнутрь, но это не все. Еще нужно наполнить холофайбером. Это тоже сделать не сложно. Видите, сюда я добавила, чтобы он держал форму. Мы просто вот здесь вот ноготочком проталкиваем, либо можно сразу же крючком к серединке подбиваем и туда заталкиваем. Можно крючок взять потолще. Я этим же, которым я вязала. И просто всю эту массу вот туда вот сначала в один рожек проталкиваем, а затем и во второй. В общем, добавляем таким образом наполнитель и будем пришивать рожки.
Я подумала, прежде чем мы пришьем рожки, давайте сразу свяжем ушки, потому что рожки и ушки пришивать там вместе можно. Поэтому делаем петельку и 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. Крючок не меняем. Все вяжем одним крючком. Во втором ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. Вот 1 столбик без накида и прибавка это 2-3. Это 1 раз столбик без накида, прибавка. Это 2 раз и столбик без накида, прибавка. Это 3 раз. В третьем ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавкой, тоже так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. Вот 1, 2 и прибавка это 1 раз, 1, 2, прибавка это 2 раз, 1, 2, прибавка это 3 раз. В четвертом ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Тут видите, вязание вывернула. И тоже так вяжем до конца ряда. 3 раза мы сможем так сделать. 1, 2, 3 и прибавка это 1 раз, 1, 2, 3 и прибавка это 2 раз, 1, 2, 3, прибавка это 3, так, сейчас, прибавка это 3 раз. В пятом ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка, и тоже так 3 раза. 1, 2, 3, убавка. Тут я уже за передние стеночки делаю. 1 раз, 1, 2, 3, убавка. 2 раз, 1, 2, 3, убавка. 3 раз. В шестом ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка, тоже тогда конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. Вот 1, 2 и убавка. Это 1 раз, 1, 2, убавка это 2 раз, и 1, 2, убавка это 3 раз. И теперь просто провязываем следующий ряд 9 столбиков без накида. Делаем соединительный столбик в следующую петельку и ниточку обрезаем. Прячем ее вовнутрь. Второе ушко вяжем точно так же, наполнитель туда добавлять не нужно. Смотрите, ушко мы еще вот сюда вот заходим, и просто нам его нужно вот таким вот образом немножко пришить, прихватить. Я для этого захожу сюда и вот сюда, и просто как прошиваю. Немножко его прихватываем, просто чтобы оно вот такое вот было более собранное. И потом так и будем пришивать. Вообще, смотрите, я не буду показывать, как пришивать рожки и ушки, потому что мне надо их пришить ровненько. На камеру это не очень удобно делать. Я вот так вот ставлю рожек, хотите сюда, это уже как вам больше нравится. И вот так вот просто рожки пришиваем над глазками, получается. Вот где вам нравится, видите? Вот сюда над глазками. По принципу головы тоже буду заходить в голову, в рожек, в голову, в рожек. То есть вот так вот рожки пришили. И потом сразу под рожками, сразу вот так вот под рожками пришиваем ушки. Видите? В общем, делаем это самостоятельно.
И потом нам еще останется связать вот эту вот часть бежевым цветом и хвостик. Вот смотрите, в итоге вот так вот я пришила. Ориентир вам по рожкам где-то 1,5 ряда от бежевой пряжи. Ну и сразу же возле рожек ушки. Вот так вот. Теперь свяжем вот эту вот часть. Делаем петельку и набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Со второй петли от крючка начинаем вязать. Вот 1 столбик без накида, в следующую петельку 2 столбик без накида и в следующую петельку 3 столбик без накида. Теперь делаем воздушную петельку, разворачиваем вязание и вяжем 1 столбик без накида. Дальше делаем прибавку и 1 столбик без накида вот тут вот в конце. Делаем воздушную петельку, разворачиваемся и идем в эту сторону. Тут провязали 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида. И вот здесь вот в конце, так вот возьму, чтобы поровнее край был. Так вот в конце 4 столбик без накида. Развернулись. Теперь вяжем столбик без накида. Дальше сделаем прибавочку. Столбик без накида. И еще 1 столбик без накида. А потом воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, переходим на следующий ряд. Развернулись и просто провязываем ряд без изменений. 1, 2, 3, 4 и 5. Сейчас я приложу, может хватит. Оно должно вот сюда, вот прям, где мы делали утяжечку, я прям сюда пришиваю. И вот до этого места еще не все. Поэтому делаем воздушную петельку. Так, оно сейчас. Делаем воздушную петельку. И просто дальше провязываем, тоже без изменений, еще 1 ряд. 1, 2, 3, 4 и 5. Угу. Смотрим. Я просто не записала, как я это вязала, поэтому я теперь все время меряю. Угу. Сейчас еще 1 ряд провяжу, наверное. Или не провяжу. Сейчас подумаем. Да, сейчас еще 1 ряд провяжу, тогда и все. Делаем воздушную петельку, разворачиваемся и провязываем. Вот 1, 2, 3, 4 и 5. Все, сделаю такую вот соединительную, типа воздушную петелечку. Не соединительную, а просто воздушную петелечку. Затяну и протяну на эту сторону. Угу. Сюда поближе к центру. Вот так вот. И вот этот вот краешек тоже на эту сторону попротягиваем. Вот так вот я сюда обычную вот иголочку с ниткой взяла, сюда зашла. Сначала я пришью вот здесь вот к этой части, видите? А потом уже пойду выше. Тоже полностью, как я пришиваю, показывать не буду, потому что неудобно. Ну, здесь ничего сложного, главное просто ровненько приложить и пришить.
вообще неудобно. В общем, пришиваем самостоятельно. Вот сюда пришиваем, по краям обязательно тоже пришиваем. И вверх. Верхом заходим полностью, чтобы у нас не было видно вот этого белого кантика. Хорошо? Пришиваем самостоятельно вот эту часть. Так, смотрите, пришила я эту штучку. И сразу я вышила обычной вот такой вот иголочкой большой. Черной ниточкой я вышила просто вот здесь вот, возле глазок. И беленькой ниточкой прошла. Вот такие вот сделала пятнышки. Практически все готово. Остался нам один хвостик. Это такой красивый олень получится. Сейчас свяжем хвостик и пришьем его сюда. Начинаем вязать с 2 воздушных петель. И в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем 3 раза. Вот 1 раз. Теперь столбик без накида, прибавка. 2 раз. Столбик без накида, прибавка. 3 раз. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И тоже так 3 раза. 1, 2 и прибавка. Это 1 раз. 1, 2, прибавка 2 раз. И 1, 2, прибавка 3 раз. И в следующем ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка. И тоже так 3 раза делаем. Вот 1, 2, 3 и прибавка. Это 1 раз. 1, 2, 3, прибавка. Это 2 раз. И 1, 2, 3, прибавка. Это 3 раз. И теперь еще 2 ряда вяжем. Давайте сначала 1 ряд провяжем, просто 30 столбиков без накида. Не 30, стоп. Это у нас было 15. 1 ряд вяжем, 15 столбиков без накида. Вот я 2 провязала, дальше 3, 4. Так, ну нормально. Теперь делаем 3 столбика без накида, 1 убавка. И так делаем 3 раза. 1, 2, 3, убавка. Это 1 раз. 1, 2, 3, убавка. Это 2 раз. И 1, 2, 3, убавка. Это 3 раз. Я просто не записала, как я вязала у того олененка, поэтому вот я теперь и не знаю, как вязать. Вяжу опять по-новому. Так, а в следующем ряду давайте провяжем 2 столбика без накида, убавка, и тоже так сделаем 3 раза. Вот 1, 2 и убавочка. Это 1 раз. Так. 1, 2, убавка. Это 2 раз. И 1, 2, убавка. Это 3 раз. Все, отлично. Да? Или еще провяжем убавочку. Не будем. Вот такой вот будет хвостик. И вот так мы его пришьем. Все, теперь 1 ряд провяжем просто. Получается 9 столбиков без накида. Вроде как. Сейчас. Ай, где тут маркер мой? Вот он. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да.
Все отлично. Угу. Ой, или даже... Не хочу я даже 9 столбиков провязывать. Простите. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей, все. Мы тогда тут ряд довязали, и теперь просто делаем соединительный столбик в следующую петелечку и обрезаем ниточку. Так, а то сильно длинный какой-то хвост получается, мне не нравится. Наполнитель мы сюда не добавляем, естественно. Теперь просто с помощью обычной выравниваем вот это, чтобы ровненько было. С помощью обычной иголки с ниткой мы пришьем хвостик вот сюда, вот на уровне ножек, в этот ряд, вот где ножки. Прикладываем и пришивать будем вот так вот его, видите? Чтобы он вот так стоял. Просто берем и пришиваем его к этой части. Вот так вот я пришила этот хвостик. Чтобы он не падал вниз, немножко просто прихватите еще вот тут вот по краям. Ну, в серединке не надо, вот эти краешки просто прихватите к туловищу. И тогда он будет вот так вот вверх. И вот такой вот красавчик получился. Надеюсь, у вас тоже. Я надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Совсем скоро, на следующей неделе, я выпущу еще мастер-класс по новогоднему тигренку, тому большому. 33 сантиметра он у меня. Так что, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ставьте колокольчик, нажимайте его. Это для того, чтобы вы не пропустили мои новые видео. Вам сразу придет уведомление, что я выпустила новое видео. Так что спасибо всем, кто со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всего вам хорошего.